И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас заканчивается 26 марта и вечерняя традиционная сводка с фронтов. И сегодня я хочу провести на самом высоком глобальном уровне. Дело в том, что несколько дней назад идут одни и те же сообщения, которые говорят о том, что в ближайшие несколько недель главные события на фронтах войны на Украине развернутся на Донбассе. Буквально дня 3 или 4 назад в Сумах, в моей родине, была паника настоящая. Русские огромными силами наступают на город. Скорее всего, город ждет зачистка и быстрое уничтожение гарнизона. Сотни единиц бронетехники, танки, артиллерийские системы. Все это шло с запада по направлению на Сумы, но никакого штурма не было. Все эти колонны дальше уходили через Краснополе на территорию Российской Федерации и уходили на юг, в район Харькова и далее за Харьков в район Изюма. И точно так же те силы, которые блокировали город Сумы на протяжении 3 недель, в большей своей части снялись и ушли в том же направлении. И с сегодняшнего дня Сумы были полностью деблокированы. Не потому, что там было какое-то сражение. Просто огромное количество российских войск с этого направления было переброшено на юг. Причем это не те силы, которые принимают участие в боях в районе Изюма. Это те силы, которые должны развить тот успех, который был достигнут в данном районе последние несколько дней. Также создается мощная группировка в районе Харькова, и я предполагаю, что одновременно с наступлением на Донбассе российское командование может предпринять тоже большую стратегическую операцию по окружению города Харькова и, соответственно, далее по его освобождению. Но это пока предположение. Но то, что большое сражение за Донбасс уже предопределено и начнется в ближайшие несколько дней, это очевидно. Огромные силы российских войск переброшены с других направлений и сейчас концентрируются, продолжают еще концентрироваться в районе города Изюм. Причем сегодня произошли кардинальные изменения и здесь. Вчера, собственно говоря, как я сказал, было закончено Изюмское сражение, и украинские вооруженные силы, сильно потрепанные, откатились в район Барвенкова и на границу Харьковской и Донецкой областей. Причем уже сегодня по ним же был нанесен мощный удар, в том числе оперативно-тактическими комплексами «Искандер». И это говорит о том, что российские войска по данному направлению задумали серьезный прорыв обороны на большой ширине фронта и на большую глубину. И ровно та же ситуация, если мы внимательно посмотрим, на протяжении последних дней наблюдалась и на юге. Огромное количество войск перебрасывалось через Бердянский порт, а еще часть войск, которая принимала участие в наступлении на Кривой Рог и в районе Николаевской области, также сейчас перебрасывается и сосредотачивается в районе южнее Запорожья. Очевидно, что наступление в район Одессы на сейчас отменяется, и российские войска, в том числе даже сняли блокаду Николаева с северной части. И на сегодняшний момент блокада Николаева осуществляется только с востока и с юга. По городу наносятся серьезные артиллерийские удары, но в целом здесь никаких наступательных действий в ближайшее время ожидать не приходится, потому что главные стратегические резервы переброшены на восток, на Донбасс, где народная милиция ДНР продолжает прогрызать оборону противника в районе Горловки. Каждый день 2-3 километра продвижения вперед. А сегодня вечером пришло сообщение о том, что в целом оборона ВСУ в Мариуполе рухнула. Остатки гарнизона которого либо разбегаются, пытаются просочиться по частям сквозь довольно неплотные порядки народной милиции ДНР, российские вооруженные силы. Но в целом в основном их сегодня ловят. А те, кто выжил и не смог просочиться, концентрируются в районе Азовстали и прилегающей к ней промзоне, которую, я так понимаю, завтра-послезавтра буквально будут закатывать в асфальт. Потому что там уже российские вооруженные силы и народную милицию ДНР ничего не сдержит, мирного населения там нет. И, соответственно, остатки мариупольского гарнизона будут там похоронены. То есть агония мариупольского котла ВСУ переходит в свою последнюю стадию. И далее те силы, которые здесь у народной милиции ДНР освободятся, и у российских вооруженных сил, это порядка 20 тысяч человек, тоже будут переброшены на север и примут участие в наступлении на Донбасс. Ну и далее в освобождении остальной левобережной Украины, ну и потом со временем и правобережной. Причем на киевском направлении российские войска уже перешли к стратегической обороне. И в первую очередь, и мы это видели на протяжении предыдущих 2 дней, они будут концентрировать свое внимание на зачистке тылов. На то, на что предыдущие несколько недель у них просто не доходили руки. То есть будет полностью взята под контроль большая часть Черниговской области и северная часть Сумской. А Черниговский гарнизон не исключено, что ждет судьба Мариуполя. Я очень надеюсь, что больших разрушений в городе уже не будет. Тем не менее, желание покончить с Черниговым у российского командования явно наблюдается. Сюда переброшены значительные силы, причем в том числе силы специальных операций, благодаря содействию которых Черниговский гарнизон уже плотно зажат в городских кварталах и даже не пытается огрызаться. А местный мэр говорит о том, что город по сути приговорен повторить судьбу Мариуполя. Я очень надеюсь, что этого не произойдет. И таких страшных боев, как за Мариуполь, все-таки за Чернигов не будет. Но Чернигов для российского командования действительно стратегически важный город, потому что это важнейший узел коммуникаций, который позволять будет дальше спокойно держать в блокаде город Киев,
со стороны Броваров и со стороны Борисполя. И опять же, зачистка этой территории позволит дальше в будущем перейти уже спокойно к наступлению на остальной части левобережной Украины, когда с донбасской группировкой ВСУ будет покончено. И именно там должны развернуться в ближайшие несколько недель самые главные сражения. Вот это примерно то, что я могу сказать на сейчас, на 20:00 по Москве 26 марта 2022 года. Так выглядит оперативная обстановка. И следующий мой выпуск выйдет уже завтра утром. На этом пока все и до свидания.